Военная техника всегда играла ключевую роль в истории человечества, начиная с древних времен. Применение первых орудий труда в бою произошло более 30 тысяч лет назад, когда наши предки использовали каменные и костяные инструменты для охоты и защиты. С развитием общества вооружение становится более сложным. Древние египтяне, например, уже в 13 веке до нашей эры использовали колесницы, что значительно изменило тактику ведения войны. Эти быстрые и маневренные средства передвижения позволили им доминировать на поле боя. Древнегреческие фаланги с их массивными щитами и длинными копьями продемонстрировали, как организованная пехота могла побеждать даже более многочисленные силы. Римские легионы, применяя комбинацию пехоты и кавалерии, стали настоящей военной машиной, что привело к созданию огромной империи. Однако с переходом к средневековью войны претерпели значительные изменения благодаря внедрению осадных орудий. Катапульты и требушеты позволили армии разрушать крепости, которые ранее считались неприступными. С 15 века появляется порох, что становится настоящим прорывом в военной технике. Огнестрельное оружие, такое как мушкеты и пушки, начинает доминировать на полях сражений. 18 век ознаменовался развитием маневренной тактики и созданием современных армий, что стало возможным благодаря использованию артиллерии. Промышленная революция в 19 веке коренным образом изменила не только производство, но и саму природу войны. Появление железных дорог и телеграфов позволило армиям быстрее перемещать войска и обмениваться информацией. С начала 20 века военные технологии начали развиваться с небывалой скоростью. Первые танки, созданные во время Первой мировой войны, были предназначены для преодоления окопов и защиты пехоты. Вторая мировая война стала временем настоящего технологического бурления. Новые самолеты, подводные лодки, ракеты и атомное оружие изменили саму суть конфликта. Эпоха Холодной войны привела к гонке вооружений, где стратегические бомбардировщики и межконтинентальные баллистические ракеты стали символами мощи. В последние десятилетия военная техника продолжает эволюционировать. Появление беспилотных летательных аппаратов и кибернетических систем открывает новые горизонты в ведении войны. Теперь не только физическая сила, но и информационная война становятся ключевыми аспектами. Разработка технологий ведется не только государственными структурами, но и частными компаниями, что создает конкурентную среду, способствующую ускорению прогресса. Технологическая эволюция военной техники – это постоянный процесс, который продолжается и по сей день. С каждым новым конфликтом и вызовом мир становится свидетелем появления все более сложных и инновационных решений. Вопрос, который возникает, касается того, какие именно технологии станут следующими на этом пути и как они изменят подход к ведению войны. Мы подходим к более глубокому пониманию того, как происходит проектирование военной техники и какие секреты скрываются за первым эскизом. Создание первых эскизов военной техники – это увлекательный и сложный процесс, который требует тщательного исследования, креативности и инженерного мышления. Все начинается с идеи, которая часто возникает в ответ на конкретную военную задачу или вызов. Инженеры и дизайнеры, работающие в военной сфере, анализируют поля битвы и выявляют недостатки существующих технологий. Этот этап может занять много месяцев, а иногда и годы, когда команды специалистов собираются вместе, чтобы обсудить потенциальные решения. Как только идея сформирована, начинается этап создания первых эскизов. Инженеры и дизайнеры используют как традиционные, так и цифровые инструменты для визуализации своих концепций. На этом этапе часто происходят живые обсуждения, где идеи постоянно изменяются и дорабатываются. Эти первоначальные эскизы могут быть очень грубыми, иногда похожими на простые наброски, но они являются основой для дальнейших разработок. Важно отметить, что в этом процессе участвуют не только инженеры, но и военные стратеги, которые вносят свои рекомендации на основе реальных потребностей на поле боя. После того, как первоначальные эскизы утверждены, начинается работа над более детализированной документацией. Здесь включается использование компьютерного моделирования, чтобы создать трехмерные модели будущей техники. Это позволяет не только визуализировать, как будет выглядеть конечный продукт, но и протестировать его функциональность на виртуальном уровне. Использование технологий моделирования значительно ускоряет процесс, позволяя командам выявлять недостатки и вносить изменения еще до начала физического производства. Не стоит забывать и о множестве факторов, которые влияют на проектирование, начиная от доступности материалов и заканчивая бюджетами. Инженеры должны учитывать не только боевые качества, но и эксплуатационные характеристики, такие как стоимость, вес и возможности транспортировки. На этом этапе происходит много компромиссов, так как идеальная модель может оказаться слишком дорогой или сложной в производстве. Параллельно с этим команды проводят исследования по сравнению с аналогичными уже существующими образцами, изучая их сильные и слабые стороны. Это помогает избежать повторения ошибок и создать более эффективную модель. Часто происходит обсуждение с потенциальными пользователями, чтобы понять, какие характеристики наиболее важны для тех, кто будет использовать технику на практике. Когда проектирование достигло финальной стадии и все основные моменты обсуждены, создаются рабочие прототипы.
Эти прототипы часто подвергаются испытаниям на различных полигонах, где проверяются их боевые качества и надежность в различных условиях. Этот этап также включает в себя обратную связь от военных, что позволяет вносить последние изменения перед началом массового производства. Скрытые на первых этапах проектирования идеи становятся основой для технологий, которые изменят облик будущих конфликтов. Каждый эскиз и каждый прототип– это шаг к созданию технологий, которые будут определять будущее войны. Это путешествие от идеи до реализации является не только техническим процессом, но и важной частью обеспечения безопасности и защиты нации. И в этом процессе еще есть много интересных аспектов, которые касаются работы с новыми материалами, способствующими созданию более прочной и эффективной техники. После того, как первые эскизы утверждены, начинается важный этап, где идеи превращаются в реальные проекты. На этом этапе инжиниринг привлекает самые современные технологии. Для создания трехмерных моделей используется компьютерное моделирование, что позволяет не только визуализировать, как будет выглядеть конечный продукт, но и проверить его функциональность на виртуальном уровне. Это сократило временные затраты и повысило эффективность процесса. Команды могут выявлять недостатки и вносить изменения, не дожидаясь начала физического производства, что значительно ускоряет весь цикл разработки. Но не все так просто. Инженеры сталкиваются с множеством факторов, которые могут повлиять на проектирование. Доступность материалов, бюджетные ограничения и требования к боевым характеристикам играют ключевую роль. Часто идеальная модель оказывается слишком дорогой или сложной для реализации на практике. Таким образом, команда должна находить пути для компромиссов, чтобы сбалансировать качество и стоимость. Одним из ключевых аспектов является сравнительный анализ с уже существующими образцами. Это позволяет избежать повторения ошибок и создать более эффективную модель. Такие исследования требуют времени, но они жизненно важны для успешного проекта. Команды изучают сильные и слабые стороны уже известных технологий, а также ведут активные обсуждения с потенциальными пользователями техники, чтобы учесть их мнение и понять, какие характеристики наиболее важны. Когда проектирование достигает финальной стадии и все основные моменты обсуждены, приходит время создавать рабочие прототипы. Эти прототипы становятся центральной частью разработки, так как именно они подвергаются испытаниям на различных полигонах. Во время тестирования проверяются как боевые качества, так и надежность в различных условиях. Это время, когда проект может подвергаться серьезным изменениям на основе полученной обратной связи от военных. Именно они указывают на недостатки, которые могут проявиться только в реальных условиях. Каждый прототип проходит через критические испытания. Команды фиксируют результаты и работают над тем, чтобы устранить выявленные недостатки. Это может занять много времени, но каждая итерация приближает к финальной версии, которая окажется на вооружении. Прототипы не только проверяются на эффективность, но и подвергаются тестам на выносливость, чтобы убедиться, что техника сможет справляться с различными климатическими и боевыми условиями. Таким образом, процесс от идеи до прототипа– это не просто последовательность шагов, а сложный и многоуровневый процесс, где каждое действие имеет значение. Каждое усовершенствование прототипа и получение новых данных об его работе могут изменить подход к будущим разработкам. И это только начало. За этими этапами стоит еще множество интересных аспектов, связанных с использованием современных материалов, которые обеспечивают прочность и эффективность будущей военной техники. Современные материалы играют ключевую роль в обеспечении прочности и надежности военной техники. При разработке новых боевых машин, таких как танки, инженеры и ученые тщательно исследуют свойства различных материалов, чтобы обеспечить максимальную защиту и маневренность. Одним из наиболее распространенных материалов в танкостроении является сталь, однако с развитием технологий появляются и новые, более легкие и прочные альтернативы. Легкие сплавы стали важным шагом вперед. Они обеспечивают необходимую защиту, не увеличивая при этом общий вес техники. Одним из примеров является использование алюминиевых и титановых сплавов, которые комбинируют отличную прочность с низкой плотностью. Это позволяет танкам сохранять высокую маневренность, что критично в условиях боя. Титан, в частности, известен своей стойкостью к коррозии и высокой прочностью при малом весе, поэтому его применение в конструкции танков делает их не только легкими, но и долговечными. Однако не только металлы используются в современных боевых машинах. Пластики и композиты становятся все более популярными. Стеклопластик и углеродные волокна, например, находят применение в различных частях бронетехники. Эти материалы могут значительно снизить вес танка, при этом обеспечивая необходимую защиту. Композитные материалы часто используют для создания броневых плит, которые способны поглощать и рассеивать ударные волны, значительно увеличивая шансы на выживание экипажа. Также стоит отметить, что современные технологии не стоят на месте. Использование наноразмерных технологий открывает новые горизонты для создания материалов с уникальными свойствами. Например, разработка наноструктурированных сплавов позволяет не только улучшить прочность, но и повысить устойчивость к механическим повреждениям.
Эти инновации значительно увеличивают срок службы техники и снижают затраты на ее содержание. Важной частью процесса разработки новых материалов является их тестирование. Прототипы танков подвергаются различным испытаниям для проверки прочности брони. Испытания включают стрельбы из разных типов орудий, а также тесты на удары и износ. Эти данные помогают инженерам понять, как новые материалы ведут себя в реальных условиях боя и какие доработки необходимы для повышения их эффективности. Также в современных исследовательских лабораториях идут работы по созданию активных систем защиты, таких как реактивная броня. Эта система может противостоять ударным волнам снарядов, изменяя свою структуру во время воздействия. В результате это позволяет значительно увеличить защиту танка, используя при этом легкие и современные материалы. Активные системы защиты тесно связаны с развитием современных материалов, так как их эффективность во многом зависит от возможностей самих материалов. Внедрение новых технологий в военную технику также связано с учетом доступности материалов и их стоимости. Как показала практика, использование более современных и эффективных материалов может потребовать больших затрат на этапе производства. Однако в долгосрочной перспективе такие инвестиции оправдывают себя, так как новейшая техника обеспечивает лучшую защиту и эффективность на поле боя. Таким образом, современные материалы становятся основой для будущей военной техники, определяя ее прочность, маневренность и защитные характеристики. Они не только меняют подход к проектированию боевых машин, но и создают новые возможности для тактики ведения боевых действий. При этом исследования в этой области продолжаются, и впереди нас ждут еще более удивительные открытия, которые смогут кардинально изменить облик военной техники. Автоматизация и роботизация становятся неотъемлемой частью современного поля боя, представляя собой следующий шаг в эволюции военных технологий. В последние десятилетия наблюдается тенденция к внедрению автоматизированных систем в вооруженные силы, что кардинально изменяет подход к ведению войны. Эти системы способны выполнять задачи, которые ранее были исключительно доступны человеку, что минимизирует риск для личного состава. Среди первых образцов автоматизации стали беспилотные летательные аппараты, которые используют военные силы по всему миру. Эти дроны уже применяются для разведки, наблюдения и даже для нанесения ударов. Например, в 2011 году беспилотники, такие как MQ-1 Predator, сыграли ключевую роль в операции по уничтожению высокопрофильных целей в Афганистане и Ираке. С их помощью военные могут вести операции на большом расстоянии, оставаясь при этом в безопасности. Успех этих технологий привел к увеличению финансирования разработки новых моделей, которые могут выполнять еще более сложные задачи. Однако беспилотники — это лишь верхушка айсберга. Роботы-убийцы, такие как автоматизированные наземные боевые машины, тоже становятся реальностью. Они могут быть использованы для патрулирования опасных территорий, обеспечения безопасности и даже участия в боевых действиях. Например, в 2013 году компания Boston Dynamics представила робота Spot, который может выполнять различные задачи на поле боя, от транспортировки снаряжения до поддержки пехоты. С каждым годом эти технологии становятся все более совершенными, обеспечивая широкий спектр возможностей для автоматизации военных операций. Серьезные исследования проводятся и в области создания автономных систем, которые могут принимать решения без человеческого вмешательства. Эти системы базируются на искусственном интеллекте и машинном обучении, что позволяет им адаптироваться к изменяющимся условиям на поле боя. Например, в 2020 году проект «Танки будущего» в США включал разработку системы, способной самостоятельно анализировать ситуацию и выбирать оптимальные действия. Это открывает новые горизонты в военной тактике и стратегии. Однако внедрение автоматизации и роботизации вызывает и некоторые споры. Опасения по поводу этических аспектов использования таких технологий становятся все более актуальными. Например, вопрос о том, кто несет ответственность за действия автономных боевых машин, вызывает много обсуждений. Страны, разрабатывающие такие технологии, продолжают искать баланс между эффективностью и безопасностью. Наряду с наземными и воздушными системами разработка подводных беспилотников также набирает популярность. Эти машины могут выполнять задачи по разведке и атаке в морской среде. Например, в 2018 году был представлен подводный дрон «Орка», который способен выполнять миссии автономно, что делает его идеальным для операций в сложных условиях. На фронте автоматизации стоит также отметить использование кибернетических технологий. Киберугрозы становятся неотъемлемой частью современных конфликтов, и военные все чаще прибегают к защите своих систем от кибератак. Системы, способные выявлять и предотвращать кибератаки в реальном времени, становятся важнейшим аспектом защиты военных данных и технологий. Каждый из этих шагов и разработок показывает, что автоматизация и роботизация не только изменяют облик военной техники, но и открывают новые горизонты для стратегий ведения боевых действий. Будущее на поле боя уже на пороге, и оно, скорее всего, будет все больше зависеть от технологий, которые делают человеческое участие менее необходимым.
Это лишь начало, ведь впереди нас ждут еще более революционные изменения в области автоматизации военной техники, которые могут изменить саму суть ведения войн. Тестирование новых военных технологий – это критически важный этап в процессе разработки, который определяет, какие идеи и разработки действительно войдут в строй. На этом этапе происходит превращение концептов и прототипов в боеспособные системы, которые должны не только соответствовать техническим требованиям, но и выдерживать реальные условия боя. Процесс тестирования начинается с планирования, где определяются параметры испытаний, условия, в которых они будут проводиться, и критерии оценки успешности. Первым шагом является лабораторное тестирование, где системы проверяются на соответствие основным техническим характеристикам. Это может включать в себя тесты на прочность, устойчивость к механическим повреждениям и работоспособность под воздействием различных факторов окружающей среды. Например, броня новых танков подвергается стрельбе из различных орудий для оценки ее эффективности. Результаты лабораторных испытаний служат основой для дальнейших полевых испытаний. Когда лабораторные тесты завершаются, начинается этап полевых испытаний, где системы проверяются в реальных боевых условиях. Полевые испытания включают в себя использование прототипов в маневрах, которые максимально приближены к реальным боевым условиям. Военные инспекторы и тестировщики наблюдают за работой технологий, фиксируя их поведение в разных сценариях. Например, беспилотные летательные аппараты могут быть запущены для выполнения задач разведки или нанесения ударов, и их работа анализируется на предмет точности и эффективности. Каждый этап полевого тестирования также включает в себя сбор отзывов от военных, которые непосредственно работают с этой техникой. Эти отзывы помогают инженерам понять, как система ведет себя в условиях реального боя и какие изменения необходимы для улучшения ее работы. Во время тестирования часто возникают неожиданные проблемы, которые требуют быстрой реакции и возможности адаптации. Например, может обнаружиться, что система управления беспилотником работает не так, как ожидалось, или что броня танка не выдерживает определенного уровня воздействия. Важной частью тестирования является проверка на выносливость техники. Прототипы проходят через серию стресс-тестов, где они подвергаются экстремальным условиям. Это может включать в себя работу в условиях повышенных температур, влажности или даже в условиях сильного загрязнения. Например, тестирование может проводиться в пустынных условиях, где температура может достигать сотен градусов по Фаренгейту, или в холодных климатических условиях с глубоким снегом. Все эти факторы оказывают влияние на эффективность техники. После каждого этапа тестирования проводятся анализы результатов. Инженеры собирают данные о производительности, надежности и возможных недостатках, что позволяет оптимизировать конструкцию и функциональность. Эти данные помогают вносить необходимые изменения еще до запуска массового производства. Каждый прототип, прошедший тестирование, служит основой для нового уровня разработки, и каждая итерация приближает к созданию окончательной версии, которая будет использоваться на поле боя. Также стоит отметить, что тестирование технологий включает в себя обучение персонала. Военные проходят тренировки по использованию новой техники, что также является частью процесса тестирования. Эти тренировки позволяют выявить возможные трудности и недочеты в обучении, что также важно для успешной интеграции технологий в вооруженные силы. Тестирование – это не просто формальность, а жизненно важный процесс, который определяет, насколько эффективно и безопасно новое вооружение сможет функционировать в условиях конфликта. Успешные испытания обеспечивают уверенность в том, что новая технология готова к внедрению и сможет выполнять поставленные задачи. Это только один из аспектов сложной системы, которая приводит к созданию передовых военных технологий, и за этой частью процесса скрываются еще многие интересные и важные детали, касающиеся влияния человеческого фактора на разработки. Психология военных, играя ключевую роль в процессе разработки военной техники, определяет множество аспектов, которые не всегда очевидны на первый взгляд. На этапе проектирования техники специалисты сталкиваются не только с техническими, но и с человеческими факторами. Важнейшая задача – учесть психологические аспекты, которые могут повлиять на функциональность и эффективность будущей техники. Степень доверия к новым разработкам, адаптация к ним и готовность использовать их в условиях боя – все это зависит от восприятия со стороны военнослужащих. Исследования показывают, что восприятие новых технологий может значительно варьироваться. Военные часто могут быть скептически настроены относительно новых систем, особенно если они не имеют опыта работы с ними. Это может привести к сопротивлению внедрению, что в итоге задерживает процесс. Чтобы преодолеть этот барьер, необходимо активно вовлекать военных в процесс проектирования. Команды, работающие над новыми технологиями, часто организуют открытые обсуждения с потенциальными пользователями, чтобы узнать их мнение и предпочтения. Это позволяет выявить недостатки еще на этапе разработки и адаптировать технику под реальные потребности. Не менее важным является влияние стресса и давления на решения военных. На поле боя, где каждое мгновение имеет значение, психологическая устойчивость становится критически важным фактором.
Инженеры должны учитывать, как новые технологии могут помочь снизить уровень стресса и повысить уверенность в своих силах у военнослужащих. Например, системы автоматизации, такие как дроны для разведки, могут значительно разгрузить личный состав и позволить сосредоточиться на более сложных задачах, что в свою очередь повышает моральный дух. К тому же важно помнить о том, что военные взаимодействуют с техникой не только физически, но и эмоционально. Например, новый танк, обладая современными системами, может изменить восприятие солдат. Если техника вызывает чувство гордости и уверенности, это может положительно сказаться на ее использовании. Инженеры часто работают над созданием таких систем, которые будут не только эффективными, но и интуитивно понятными для военнослужащих. Это включает в себя простоту управления и доступность информации, что позволяет быстро принимать решения в условиях боя. В процессе разработки также учитывается необходимость постоянного обучения военнослужащих. Обучение новых технологий требует времени и ресурсов, однако оно играет важную роль в успешной интеграции. Психологические аспекты обучения также важны. Многие бойцы могут испытывать страх перед использованием новых систем, особенно если они отличаются от привычных. Поэтому важно, чтобы обучение было организовано таким образом, чтобы уменьшить этот страх и повысить уверенность. Обычно проводятся специальные тренировки, которые помогают военнослужащим привыкнуть к новой технике в безопасных условиях. Еще одним интересным аспектом является влияние командного духа на использование новой техники. Исследования показывают, что солдаты, работающие в сплоченных командах, с большей вероятностью будут эффективно использовать новые технологии. Поэтому команды проектировщиков часто работают вместе с военными, чтобы создать систему, которая будет усиливать взаимодействие между членами экипажа. Это может включать в себя улучшение коммуникационных систем или создание интерфейсов, которые способствуют совместной работе. Психология военных– это сложный и многогранный аспект, который требует внимательного подхода в процессе разработки. От понимания человеческого фактора зависит не только успех внедрения новых технологий, но и общая эффективность военной машины. За каждым этапом разработки скрываются психологические особенности, которые могут изменить восприятие и использование новых систем. Все это подчеркивает важность учета человеческого аспекта на всех уровнях проектирования и внедрения военной техники. В конечном счете, это позволяет создавать более эффективные и адаптивные системы, способные справляться с вызовами современного поля боя. Участие частных компаний в военной индустрии стало значимым фактором, изменяющим подход к разработке и производству военной техники. На протяжении последнего десятилетия наблюдается рост числа частных предприятий, которые активно вступают в сотрудничество с государственными военными структурами. Эти компании привносят свои инновационные технологии и подходы к разработке, что приводит к ускорению процесса и снижению затрат. Одним из значимых примеров такого сотрудничества является компания Lockheed Martin, которая, будучи одним из крупнейших подрядчиков в области обороны, занимается разработкой передовых технологий, таких как истребитель F-35. Эта программа привлекла внимание благодаря своему многофункциональному дизайну и возможностям, которые она предоставляет. В разработке F-35 участвовали не только инженеры Lockheed Martin, но и десятки других компаний, каждая из которых внесла свой вклад в создание этой уникальной машины. Благодаря такому сотрудничеству программа F-35 стала одной из самых масштабных и успешных в истории аэрокосмической промышленности. Не менее важным стал пример компании Northrop Grumman, которая разработала беспилотный летательный аппарат Global Hawk. Этот дрон прошел множество испытаний и продемонстрировал свою эффективность в реальных боевых условиях, предоставляя важную информацию для военных команд. Участие частных компаний в создании таких систем позволяет использовать гибкие производственные процессы и новые технологии, что делает разработку более быстрой и инновационной. Однако не только крупные компании занимаются военным производством. Множество стартапов также начинают внедрять свои идеи в военную технику. Например, компания Palantir Technologies, занимающаяся анализом данных, разработала платформу, которая позволяет военным обрабатывать огромные объемы информации для принятия решений в реальном времени. Эти технологии уже используются в различных конфликтах, обеспечивая военные данные, которые помогают командирам на поле боя. Участие частных компаний также позволяет внедрять инновации в области искусственного интеллекта и роботизации. Например, Boston Dynamics, известная своими роботами, разрабатывает автономные системы, которые могут использоваться в военных операциях. Роботы, такие как Spot, могут эффективно выполнять задачи в сложных условиях, обеспечивая поддержку для солдат на поле боя. Эти системы не только оптимизируют операции, но и снижают риски для личного состава. С другой стороны, сотрудничество между государственными структурами и частным сектором порождает вопросы о безопасности и контроле. Поскольку частные компании часто имеют доступ к секретной информации, возникает необходимость в строгом регулировании их участия в военных проектах. Это требует разработки законов и норм, которые будут защищать как государственные интересы, так и данные, с которыми работают эти компании. Кроме того, финансирование со стороны частного сектора становится важным аспектом.
Частные компании часто могут предложить более гибкие решения и более быстрые сроки исполнения, чем государственные подрядчики. Это позволяет армиям адаптироваться к быстро меняющимся условиям на поле боя и внедрять новые технологии быстрее, чем когда-либо прежде. В таких условиях конкуренция между компаниями приводит к постоянному улучшению технологий. Таким образом, участие частных компаний в военной индустрии кардинально меняет ландшафт разработки и производства военной техники. Инновации, которые они приносят, позволяют ускорить процесс, повысить эффективность и улучшить боевые возможности вооруженных сил. Однако это сотрудничество также требует строгого контроля и регулирования, чтобы гарантировать безопасность и защиту интересов государства. На этом фоне становится очевидным, что будущее военной техники будет все больше зависеть от взаимодействия между государственными структурами и частным сектором, и этот процесс только начинается. Бюджет и финансирование военной техники – это ключевые аспекты, определяющие, какие технологии смогут быть реализованы и внедрены. В отличие от гражданских проектов, военное финансирование имеет свои особенности, основанные на государственных интересах, международной политике и оборонной стратегии. Основные источники финансирования военной индустрии – это национальные бюджеты, которые формируются в зависимости от текущих угроз и потребностей безопасности. В Соединенных Штатах, например, федеральный бюджет на оборону составляет значительную долю всех государственных расходов. Каждый год Конгресс рассматривает и утверждает бюджетные заявки Пентагона, что позволяет финансировать разработки, исследования и производство новых технологий. Часть этих средств идет на исследования и разработки, что позволяет создавать инновационные решения. Например, в 2020 году общий бюджет обороны США составил более 700 миллиардов долларов, из которых значительная часть была направлена на модернизацию и развитие новых систем вооружения. Кроме государственного финансирования, частные инвестиции также играют важную роль. Частные компании не только получают контракты на поставку оборудования, но и участвуют в разработке новых технологий, что позволяет им привносить свои ресурсы и инновации. Например, в последние годы многие стартапы начали сотрудничать с армией, предлагая решения в области кибербезопасности, беспилотных систем и искусственного интеллекта. Эти компании могут быстро адаптироваться к изменениям и предлагать новые идеи, которые могут быть быстро внедрены. Однако процесс получения финансирования для новых технологий может быть сложным и многослойным. Военные контракты часто требуют долгоиграющих процедур, включая тендеры, оценку и сертификацию. Это может занять месяцы, а иногда и годы. Компании должны представить детализированные планы и обоснования для своих технологий, чтобы убедить государственные структуры в их необходимости и эффективности. В результате, на первом этапе, многие перспективные проекты могут оказаться заблокированными из-за бюрократических процедур. Важным аспектом является также долгосрочное планирование. Военная техника требует длительного цикла разработки и тестирования. Например, создание новых боевых самолетов или танков может занять десятилетия. Поэтому государства часто должны учитывать, как изменятся технологии и угрозы в будущем, чтобы правильно инвестировать в разработки. Это приводит к созданию стратегий, которые определяют приоритетные направления финансирования. В некоторых случаях финансирование может быть направлено на улучшение уже существующих технологий. Например, программы модернизации могут включать обновление систем наведения и электроники в уже существующих самолетах или танках. Эти программы часто более доступны в финансовом плане, чем полное создание новой техники, и могут быть реализованы быстрее. К тому же необходимо учитывать международный контекст. Военные бюджеты стран могут варьироваться в зависимости от внешних угроз и политических отношений. Например, увеличение военного бюджета одной страны может спровоцировать ответные меры со стороны соседей, что в свою очередь увеличивает общие затраты на оборону в регионе. Это приводит к гонке вооружений, где страны стремятся поддерживать свои вооруженные силы на конкурентоспособном уровне. Не стоит забывать и о том, что некоторые технологии могут быть финансированы через международные соглашения или альянсы, такие как НАТО. В таких случаях государства могут совместно инвестировать в разработку технологий, которые будут выгодны всем участникам. Это позволяет разделить затраты и ускорить процесс разработки. Таким образом, финансирование военной техники – это сложный и многогранный процесс, который требует внимательного планирования и оценки. От эффективного распределения бюджета зависит не только скорость разработки, но и успешность реализации новых технологий. За каждым проектом стоят многоуровневые обсуждения, стратегии и решения, которые обеспечивают безопасность и защиту нации. Будущее военной техники – это захватывающая тема, полная потенциала и новых возможностей. Инженеры и ученые по всему миру работают над разработкой передовых технологий, которые могут кардинально изменить тактику ведения боевых действий. Ведущие страны стремятся к созданию более эффективных и мощных систем, которые обеспечат безопасность и защиту нации. Одним из ключевых направлений является автоматизация систем вооружения, что позволяет минимизировать человеческий фактор и повысить эффективность операций. В
последние годы наблюдается активное развитие беспилотных летательных аппаратов. Эти дроны становятся неотъемлемой частью военной стратегии, позволяя проводить операции на большом расстоянии без риска для жизни пилотов. Разработка новых моделей, таких как MQ-9 Reaper, уже доказала свою эффективность в реальных боевых условиях. Эти машины способны выполнять широкий спектр задач, от разведки до нанесения ударов по целям. В будущем ожидается, что беспилотники станут еще более автономными, используя искусственный интеллект для принятия решений в реальном времени. Среди наиболее обещающих технологий также стоит отметить развитие роботизированных систем. Наземные боевые машины, такие как Robotic Combat Vehicle, уже проходят испытания в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Эти роботы могут выполнять патрулирование, транспортировку грузов и даже участвовать в боевых операциях. Разработчик компании General Dynamics активно работает над созданием таких систем, которые будут способны действовать автономно, снижая риски для солдат и повышая общую боевую эффективность. Существуют также значительные прорывы в области кибернетической безопасности. Военные структуры все чаще сталкиваются с угрозами в киберпространстве, и необходимость защиты данных становится критической. Разработка программного обеспечения, способного выявлять и предотвращать кибератаки в реальном времени, стала приоритетной задачей для многих оборонных компаний. Проектирование систем защиты включает в себя использование искусственного интеллекта для анализа больших объемов данных и определения потенциальных угроз. Кроме того, активные исследования ведутся в области новых материалов и технологий, таких как наноразмерные системы. Эти материалы обладают уникальными свойствами, которые могут значительно улучшить характеристики военной техники. Например, создание легких и прочных композитов позволит снизить вес боевых машин, что увеличит их маневренность и защищенность. Научные исследования в этой области продвигаются стремительными темпами, и это открывает новые горизонты для проектирования. Также стоит отметить, что успешная реализация инновационных технологий требует активного сотрудничества между государственными и частными секторами. Частные компании все чаще привлекаются к разработке военной техники, принося с собой новые идеи и подходы. Например, компании, занимающиеся искусственным интеллектом, могут предложить решения, которые значительно улучшат функциональность новых систем оружия. Это сотрудничество позволяет ускорить процесс разработки и внедрения технологий, обеспечивая тем самым конкурентоспособность на поле боя. Не менее важным аспектом является подготовка военнослужащих к использованию новых систем. Обучение с использованием современных технологий становится необходимым для успешной интеграции новых машин и систем в действующие вооруженные силы. Военные должны быть готовы к тому, чтобы быстро адаптироваться к новым условиям и технологиям, и это требует времени и ресурсов. Программы обучения становятся более сложными и многоуровневыми, что позволяет солдатам уверенно использовать новые системы в боевых условиях. Таким образом, будущее военной техники обещает быть насыщенным инновациями и технологиями, которые изменят облик современных конфликтов. Развитие автоматизации, роботизации и кибернетической безопасности, а также использование новых материалов – все это открывает новые горизонты для вооруженных сил. Военные технологии продолжают эволюционировать, и с каждым новым шагом мы приближаемся к более эффективным и безопасным решениям, способным справиться с вызовами современности.